Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Элитный флирт Чонгука и Тэхёна. Как нежно Тэхён своей рукой придвинул голову Чонгука, мол, не переживай, плевать на все, ложись рядом, как тебе того хочется. Как правильно парни выглядят рядом, вот так совсем близко, и мы можем ощущать то тепло и трепет, что между ними. Даже напряжения нет никакого, это просто домашняя, повседневная обстановка двух любящих людей, которым уютно лежать рядом и что-то обсуждать. 9 место. Все, что имеет значение, это рука Тэхёна на талии Чонгука. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в Telegram, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Каоуи пришлось удалить целую рекламу, потому что Тэхён и Чонгук решили сплести свои руки. Фанат заметил, что Тэхён во время эфира был в футболке, которую подарили Чонгуку. Просто Ким Тэхён и его вечно повернутая на Чонгука голова в этом моменте хореографии. Боже мой, изначально Тэхён хотел сесть возле Чонгука. Чимин остановил Тэхёна в последний момент. Седьмое место. Почему каждое их действие имеет сексуальный и интимный вайб? Шестое место. Поведение пары. Выражение лица Намджуна просто лучшее в этой ситуации. И самый лучший момент в том, что Чонгук даже не колеблется ни секунды, чтобы укусить ложку, которую укусил сам Тэхён. Тэхён сказал: «Мне нравится родинка под твоей губой, она вдохновляет меня». Когда он такой романтик, что отмечает каждую твою родинку и каждый твой шрамик.
Тэхён сделает, Чонгук повторит. Пятое место. Он его реально хочет скушать. Четвертое место. Забота. Чонгук забрался на стену, чтобы поддержать Тэхёна. Чонгук сказал: «Тэхён, я здесь, я здесь». Тэхён спросил: «Чонгук, как думаешь, я смогу это сделать?» Чонгук ответил: «Ты сможешь это сделать». Третье место. Новости. Первый официальный документальный фильм Чонгука в кинотеатрах по всему миру. Смотрите первый официальный документальный фильм о золотых моментах королевства в кинотеатрах по всему миру 18 сентября. Чонгук, поп-артист 21 века, прославился на весь мир благодаря своему дебютному сольному синглу «Seven» в июле 2023 года. Добившись беспрецедентного успеха, Чонгук стал первым азиатским сольным исполнителем, занявшим первое место в чартах Billboard Hot 100, Global 200 и Global 200 без исключения. Благодаря эксклюзивным интервью и закулисным съемкам, а также захватывающим концертным выступлениям, этот совершенно новый фильм демонстрирует 8-месячный путь Чонгука, демонстрируя его непоколебимую преданность делу и рост. Присоединяйтесь к Чонгуку, который делится своим замечательным восхождением к славе и душевными моментами с армией по всему миру. Зарядка для рук Чонгука. На моднике Чонгуке застиранные джинсы со стразами и голубым мрамором. Лучшее начало дня. По данным Star News, Big Hit, Чонгук и Тэхён в марте 2024 года подали иск против Mr. A, владельца отвратительного канала Талде Кэмп на YouTube, который распространяет контент, содержащий оскорбления, преследование, ложную информацию и злонамеренную клевету о участниках BTS. Основное требование – компенсация в размере 90 миллионов вон. 12-я гражданская коллегия Западного окружного суда Сеула, куда поступило дело, планирует провести первое слушание 23 числа этого месяца. Ранее, еще в 2022 году, компания судилась с этим каналом, и хотя позже компания получила решение о приостановке расследования, она смогла добиться того, чтобы личную информацию Талде Кэмп предоставили следственному органу. Big Hit подчеркнули, в предыдущем деле ряд подозреваемых были направлены в прокуратуру, и мы ожидаем результатов уголовного преследования в отношении подозреваемых. Даже если это займет некоторое время, мы примем серьезные юридические меры против них до конца года. Как же он влюблен?
Магазин Байдара Cold Lime получает поддержку от BTS. Cold Lime, Connecticut. Владелец магазина Байдара Cold Lime испытал на себе силу кей-поп музыки. «Я очень удивлен», — сказал Пол Феррейра, руководитель IT-отдела компании Black Hole Outfitters в Old Lime. «Мы этого совсем не ожидали». Владелец магазина отдал Чонгуку футболку после того, как он перевернул свой каяк, отправив его в воду. «Это произошло совершенно случайно», — сказал Феррейра. «Я имею в виду, мы дали ему футболку, думая, о да, им это понравится, это будет круто. А потом, в следующий момент, ты понимаешь, что из-за этого, о боже, все просто взорвалось». Фанбоев, конечно, можно понять, но Чонгук своего не упустит. Чонгук сказал: «Привет, это Чонгук. Как дела у армии?» Начиная с моего первого официального сольного трека «Seven» и на протяжении промоушена моего студийного альбома «Golden» у меня был год, наполненный золотыми моментами счастья, благодаря всей любви, которую вы мне подарили. Сегодня я здесь, чтобы поделиться со всеми действительно потрясающими новостями о моем официальном документальном фильме. Для меня «Golden» был серией непрерывных новых вызовов. Долгий путь, который привел к целому альбому, наполненному песнями самых разных жанров. Все моменты, когда я был связан с армией со всего мира через музыку, и множество закулисных историй, которыми я не успел поделиться. Он рассказывает полную историю Чонгука в качестве сольного исполнителя. Надеюсь, вы с нетерпением ждете этого. Скоро увидимся. Как можно быть таким милым? Шеф-повар Лиенбок в Инстаграме. Наконец, 19 августа Джин появится в шоу «Это хорошая вещь, чтобы отдохнуть». Джин действительно забавный. То, как он усердно работает, старательно делает все, когда его просят, впечатляет. Джин затмевает даже Ан Чон Хвана. Я с нетерпением жду встречи. У меня только один вопрос в данной ситуации. Кто кого забрал-то? Вышел трейлер к шоу «It is a good thing, I am resting». Джин наконец-то возвращается к нам в качестве гостя в передаче, давая горячую пищу для обсуждения. Ли Хе Чжон подал теплый домашний ужин на необитаемом острове, похожем на разбомбленный дом. По данным агентства исследования рейтингов среди зрителей Nielsen Korea, развлекательная программа MBC It is a good thing, I am resting, вышедшая в эфир 13 августа, получила рейтинг 6% в столичном регионе Сеула. Шеф-поваром дня, который будет готовить заключительный ужин на необитаемом острове, в распоряжении которого всегда были 18 холодильников и 30 тысяч единиц посуды, стал никто иной, как Ли Хе Чжон. Даже для Ли, кулинара-ветерана с десятилетиями опыта приготовления пищи в обстановке необитаемого острова, стало шоком. «Я никогда в жизни не видел такой кухни», — сказал он по прибытии. «Это больше похоже на дом, который разбомбили». Между тем, трейлер
выпущенный в конце трансляции, показал, как мировая звезда из BTS Джин карабкается в качестве рабочего в следующей серии шоу, что еще больше усилило ожидания зрителей. Шоу MBC «To Say Good Fin KM Restin» выходит в эфир каждый понедельник в 9 вечера. Чангук рядом с Тэхёном буквально превращается в принцессу. На Юнги подали жалобу за предположительное пренебрежение службой в армии. В Сеульское региональное военно-кадровое управление была подана гражданская жалоба с просьбой проверить явку Юнги на военную службу. В жалобе содержится просьба о проведении тщательного расследования и наказании в соответствии с нарушениями, сообщила в понедельник местная СМИ «Спортс Кянганг». В жалобе содержался призыв провести расследование того, что Юнги якобы пренебрегал работой во время службы в армии. Критика в адрес Юнги усилилась после того, как Хайп и артист попытались минимизировать ущерб, используя сомнительные формулировки в своих извинениях по делу о вождении в нетрезвом виде. В настоящее время Юнги проходит обязательную военную службу в качестве работника социальной службы, роль, которая обычно предполагает ежедневный график работы, позволяющий ему возвращаться домой после рабочего дня. Участник BTS должен завершить службу в июне следующего года. По данным Спортс Кянганг, полиция ведет переговоры с Big Hit и военно-кадровым управлением, чтобы назначить официальное расследование по факту вождения Шуго электроскутера в нетрезвом виде. Единственный бьюти-блогер, которого я бы смотрел. У парочек обычно свои приколы. Видео для зависания. Появились новые кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен Юнги во время инцидента с вождением в нетрезвом виде. Передвижение участника Юнги, которого задержала полиция по обвинению в вождении электросамоката в нетрезвом виде, было подтверждено с помощью видеозаписей. На кадрах с камер, полученных 14 числа, видно, как Шуга едет на электросамокате по тротуару. Юнги потерял равновесие и упал, поворачивая налево перед главными воротами Найнванхэном, проехав мимо 3 полицейских, патрулирующих тротуар возле студии в Йонсангу, Сеул. Полиция подошла к Юнги, который поднимал с земли свой слетевший шлем, и попыталась помочь. В процессе было подтверждено, что Юнги был пьян и что они провели тест на алкоголь. По данным полиции, Юнги в этот день пообедал и распил спиртное со знакомыми в ресторане возле перекрестка Ханнам около 9 часов вечера, а затем пошел в близлежащую частную студию. Затем, около 23 часов ровно, он вернулся домой на своем электросамокате, который хранился в студии. Затем, около 23 часов ровно, он вернулся домой на своем электросамокате, который хранился в студии. Было подтверждено, что студия находится примерно в 500 метрах от Найнванхэном. Между тем, выяснилось, что человек на другом видео, где он едет по дороге на электросамокате, о котором сообщили некоторые телеканалы, не был Юнги. На видео электросамокат мчится от Найнванхэном в сторону Намсана, но Юны вернулся домой по тротуару в сторону Найнванхэном, поэтому его маршрут был другим. Сообщение о том, что Юнги ударился о бордюр и упал, также оказалось неправдой.
Человек упал возле своего дома. И вот надо было прицепиться к нему. Не могу поверить, что прошло 8 месяцев, как мы проводили мальчиков в армию. Представляете? Это ровно половина срока. Я думал, что Джин самый пугливый, а оказывается, Тэхён тоже. Отдел новостей Джтпх раскритиковали за некорректные репортажи о Юнги. 7 августа Джтпх Ньюзрум выпустил эксклюзивный репортаж, в котором утверждалось, что Юнги был задержан полицией за рулем электрического скутера в состоянии алкогольного опьянения. В трансляцию были включены кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как кто-то, похожий на Юнги, едет на личном мобильном устройстве по дороге в Янсангу, Сеул. Однако позже выяснилось, что человек на видео не Юнги. Сообщается, что человек, запечатленный на кадрах, ехал в направлении, отличном от того, куда направлялся Юнги, а именно к своей резиденции по адресу 9.1 Ханнам. По мере нарастания разногласий Джтпх удалил или, возможно, сделал приватными все связанные с этим видео со своих официальных каналов, включая YouTube. Спорные кадры с камер видеонаблюдения были также заменены другими изображениями, доступными на веб-сайте Newsroom. Несмотря на то, что видео было удалено, фанаты выразили сильную негативную реакцию. От Newsroom потребовали извинений за ошибочную трансляцию записи с камер видеонаблюдения, на которой изображен кто-то другой, а не Юнги. В ответ Джтпх сообщили Оузен, что они в настоящее время рассматривают ситуацию. Они всегда восхищаются друг другом. Понимаю, женщина, но встаньте в очередь. Еще одно доказательство, что Тэхён гений. Оказывается, он не просто так выбрал для съемок своего клипа Rainy Days здание в Мадриде. Архитектура этого здания имеет форму клевера, что символизирует строчку в тексте песни «Ты мой четырехлистный клевер». Опять Чангук флешбеки ловит. Юнги такой хихи, а вот Чангуку плоховато стало. Netflix анонсировал выход второго сезона нашумевшего сериала «Игра в кальмара», в котором, возможно, снялся Тэхён. То, как сидит какой-то герой из нового сезона, очень похоже на Т, но про то, что Тэхён несколько раз встречался с актером, который играет главную роль, я вообще молчу. Не хочу давать ложных надежд, но вдруг. Выход запланирован на 26 декабря 2024 года. Следим за обновлениями и ждем.
Мне кажется, вам сегодня как-то сладко жилось. Люди говорят, стул не может довести до истерики. Тем временем стул. Когда-нибудь я перестану залипать на этого Чангука. Но это не точно. Чангук и Тэхён буквально сказали: «Мы можем быть разными». Чангук дал персоналу напитки, потому что было очень жарко. Он всегда так обо всех заботится. Армии получают официальный мерч Намджуна к альбому Right Place Ронг Пиорсон с эксклюзивной карточкой. Джидживиша – это слово на хинди, которое выражает глубокое, сильное желание жить полной жизнью. Оно воплощает неугасимую жажду жизни, волю не просто выживать, несмотря на трудности, но и процветать. Тэхён воплощает Джидживиша через свой страстный и искренний подход к жизни и искусству. Он вкладывает душу в свою работу, постоянно расширяя границы и исследуя новые творческие пути. Эта страсть к художественному выражению отражает его желание жить полной жизнью и создавать что-то значимое. Несмотря на давление славы и сопутствующие ей трудности, Тэхён продолжает расти и развиваться как в личном, так и в профессиональном плане. Его способность оставаться приземленным, сохранять свою индивидуальность и находить радость в повседневности отражает устойчивый настрой. Тэхён часто делится посланиями надежды, ободрения и позитива со своими поклонниками, вдохновляя нас с энтузиазмом принимать жизнь и следовать за своими собственными страстями и мечтами. Этот жизнеутверждающий дух лежит в основе Джидживиша, и взаимодействие Тэхёна с нами прекрасно отражает это. Его любовь к простым радостям жизни, будь то наслаждение природой, общение с близкими или занятие своими хобби, свидетельствует о его стремлении жить полной жизнью в настоящий момент. Второе место – это так интимно. Максимальная степень сексуального напряжения. Чангук ведет себя так по-особенному только ради Тэхёна. Первое место. Чангук смотрел на губы Тэхёна и думал о поцелуе.
used to shit, but I'm into it. I'm into it. Since you were Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.